Доброй ночи, дорогие зрители, подписчики, новые зрители моего YouTube канала. Лет 5, может 4 года назад я начал выкладывать разные виды ролики на свой YouTube канал. Честно, не ожидал ничего от него, просто было интересно. Выкладывал постепенно просто ролики какие-то из жизни, своей работы, но ни разу не рассказывал о себе, кто я, откуда, как к этому пришел, чем занимаюсь. То есть вы видите мою работу, я говорю, какие работы я провожу, но я ничего почти обычно не рассказываю про себя и про то, какие виды работы я еще выполняю и как я пришел к этому. Значит, настало время познакомиться более ближе. Меня на самом деле зовут Георгий. Это мое настоящее имя. Я не скрывал свое имя под псевдонимами. Работаю я с 16 лет, приемы провожу где-то 16-17 лет. В детстве тогда было модно. Тогда, как же это называется-то, брать псевдонимы. У меня был псевдоним всего на несколько лет. Там лет до 18, до 19 у меня был Виктор. Псевдоним Виктор. Георгий, после этого, отработав какое-то время со своим псевдонимом, я решил все-таки называть себя тем именем, которое у меня есть, которым я родился, которое дали мне мои родители. Мне нечего стесняться и скрывать. Я честно работаю, честно делаю свое дело. Мне на данный момент сегодня 2020 год, мне 40 лет уже, немножко старенький уже, видите, все сыпется с меня. 2022. 2022, да, мне подсказывает мой друг и помощник. 2022 год, мне 40 лет, у меня было 3 брака, вот я сейчас 3-й брак, 4 детей, 2 сына, 2 дочки. Сейчас за одной из камер сидит у меня 18-летний сын. Надеюсь, подрастет и не будет раздолбаем. Значит, это какого? Занимаюсь я с этим с детства. Учила меня этому прабабушка, учила меня именно языческой магии, древнерусской языческой магии, где-то лет 12 до 13. Бабушка этим не занималась моя, она была простым достаточно человеком, как и все в советское время, обычный, скажем так, работала на благо страны, любила химию, была ученым и занималась в институте огнеупорных материалов, руководила проектами. И бабушке было, не любила она экстрасенсорное ничего, не любила она то, чем занималась прабабушка. Вот. Мама у меня тоже этим занималась, тоже принимала клиентов, но в советское время она принимала просто за еду и параллельно работала. Что еще про себя рассказать? Где-то лет 16 я начал принимать первых клиентов. Тогда я их начинал принимать бесплатно, параллельно пытался заниматься каким-либо бизнесом. То есть я параллельно принимал клиентов бесплатно, и параллельно времена были очень странные, занимался разными видами бизнеса. И так я бизнесом занимался, в принципе, до еще 5 лет назад я параллельно принимал и параллельно
у меня были какие-то компании, какая-то работа. И где-то года 3-4 назад я вообще перестал. Я понял, что меня не хватает распыляться и на клиентов, и параллельно вести какие-то бизнес-проекты, хотя я люблю что-то интересное сделать. Я стал полностью посвящать себя только приему людей, заниматься целительством, любовной магией, экстрасенсорики. Так как мне было с детства интересна магия, я изучал разные направления. То есть дар мне передался по наследству. Изучил языческую магию я с детства. Меня прабабушка этому обучала, мать. Потом первый раз я лет 18 или 19 уехал на Кубу. Был на Кубе, там я познакомился, меня обучали сантерии, познакомился с моим учителем, скажем так, который обучал меня магии вуду. Потом какое-то время мне было интересно, я ездил на Гаити и там месяцев 5-6 изучал Пало Монта. Ahora vamos con el rompimiento de toda la maldad. Ahora vamos con el rompimiento de toda la maldad. Вот. Также я путешествовал в Мексику, изучал разные направления, опять же, магии вуду. Чтобы вы понимали, направлений магии вуду очень много. И в зависимости от региона, то есть она есть совершенно разная. Да? Сантерия — это подразделение, вообще в принципе белой и черной магии не бывает, это я пытаюсь объяснить. Есть, скажем так, светлая, как называется, магия вуду, есть темная. Но это не значит, что она черная или белая. Это подразделение придумали так называемые маркетологи, которые пытались продать какую-то услугу населению, да, ничего не имеющего, никакого не имеющего отношения к магии, а просто пытались обмануть человека и там подразделить: это белое, это черное, здесь будет плохо, здесь хорошо. На самом деле в мире все относительно, и то, что может считаться плохим, это хорошо, а то, что хорошо, может быть плохо. Todo lo sana y todo lo genera. Asimismo, limpie de malas energías y devuelva las buenas energías a Yogi Danilenko. Move. Move now. No la bobo. Como mismo el fuego tiene el poder de quemar todo lo malo, el agua tiene el poder de apagar toda la candela. Вот. Многие меня, люди, которые по много лет знают, спрашивают: как так, там, у тебя 3 брака, там, сколько детей, почему ты себе ничего не сделал? К счастью, может быть, а может быть и не к счастью, человек, который обладает даром и что-то умеет делать, что-то чувствует, не имеет возможности сделать что-то себе и своим близким. Чисто технически я могу подлечить, вылечить близкого человека, но приворожить,
ну, сделать любовные какие-то вещи я не могу, и, наверное, это хорошо. И не могу сделать себе заговор на деньги, на удачу, посмотреть свое будущее в тот или иной момент. Так было сделано специально с древних времен. С древних времен богами было сделано так, чтобы экстрасенс не был богом, а был прежде всего помощником человека. Чтобы нужные люди, высшим существам, оставались на этом свете и проводили тот путь, который задуман высшими существами, скажем так. Это я пытаюсь вкратце объяснить. Шаманы, экстрасенсы были с древних времен, и знание, дар переходил по наследству сыновьям, дочерям, ну никак по-другому. Помимо дара, ты уже дальше получаешь либо знания, которые тебе дали, либо ты их выполняешь в других местах. То есть все не может тебе передать мать или бабушка. Естественно, есть какие-то знания, которые в том или ином регионе света чем-то отличаются и что-то тебе дают больше, скажем так. В принципе, это краткий пока рассказ обо мне. Я попытаюсь в следующем видео подробнее рассказать, собраться, подробнее рассказать о себе еще более. Сейчас я попытался скомканно, это первое видео обо мне. Принимаю, получается, на данный момент я уже почти 24-25 лет. Занимаюсь целительством. Много-много чем связано с экстрасенсорикой, любовной магией, снятие порч, проклятий, ясновидений и много-много чего другого. В следующем эфире я подробно попытаюсь собрать в своей голове информацию и подробно рассказать о себе и о том, что я делаю, как я к этому пришел, какие у меня были, скажем, перипетии в моей жизни, что мне это дало. Всего хорошего, до свидания.